Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас совершенно необычная тема будет и очень интересный выпуск. В целом, вопрос будет касаться очень популярного на сегодняшний день в Калининграде, как с туристической точки зрения, так и исторически очень популярного места, имя которому Кафедральный собор или могила Канта, остров Канта и так далее. На сегодняшний день это место притягивает очень много туристов, я не знаю, десятки тысяч, постоянная наполненность, много всяких экскурсионных программ. Само здание собора выглядит просто колоссально, все отреставрировано, много туристической инфраструктуры. Но я хочу вернуться на 18 лет назад. И забегая вперед, скажу, что вся эта передача, вся эта тема, о которой мы сегодня будем говорить, пропитана мистикой, паранормальным, что мы тоже с вами очень любим, уважаем и интересуемся, друзья. Так что давайте начнем по порядку. Как я уже сказал, дело было уже давно, практически 18 лет назад, 2007 год, сентябрь. Я, вчерашний студент Балтийской государственной академии, заканчиваю вуз и устраиваюсь на работу. Там буквально не прошло и 2 недель после получения диплома. Я устраиваюсь на работу по специальности в компанию, которая занимается телекоммуникационным оборудованием, системами управления и контроля доступа, видеонаблюдением, радиосвязью и так далее. В общем, телекоммуникациями, если говорить сжато. Устраиваюсь я на работу. Обязательно должен упомянуть о своем тогдашнем начальнике. Николай Геннадьевич, Коля, привет тебе большой. Сразу скажу, что без него не получилось бы этого выпуска, потому что вся соль заключается в тех видеодоказательствах, видеофайлах, которые там сквозь 20 лет времени, чуть ли не на дискетах, помните, такие были, да, носители информации? Ну, я утрирую, конечно. Где-то на болванках, в залежах там у моего начальника лежало то подспорье, те видеофайлы, которые зафиксировали нечто паранормальное, уж не знаю, призрак Иммануила Канта или какой-то другой неопознанный летающий объект. Но, тем не менее, есть 2 файла, и сегодня они у меня, и сегодня в течение передачи вы их увидите, оцените. Надеюсь, выразите свое мнение в комментариях на этот счет, что вы думаете. Может быть, найдутся специалисты, которые смогут подтвердить или наоборот опровергнуть наши предположения, мои предположения в первую очередь. Так вот, 2007 год, сентябрь, Кафедральный собор, Калининград, Россия. Та самая телекоммуникационная компания, в которой я работал, выигрывает тендер на поставку систем видеонаблюдения как раз таки на объект Кафедральный собор на острове Канта. Монтажники благополучно выполняют свою работу. Этим объектом занимался как раз таки мой начальник Николай. На то время я там работал буквально там месяца 2, наверное, в этой компании, еще обучался и все время ездил с начальником, ну, как бы вникал в суть работы. Работал я тогда менеджером по сопровождению проектов. Именно вот в стезе телекоммуникационного оборудования. Монтажники нашей компании произвели установку видеокамер там по периметру и так далее. Надо понимать, что 2007 год,
тогда еще в этой стезе было все гораздо прозаичнее, нежели сейчас. И в том числе надо отнестись с пониманием к тому качеству видеоматериалов, которые мы имеем. Но как бы посмотреть есть на что на самом деле. Проходит где-то неделя после установки оборудования. И местный IT-специалист, ну тогда их называли все админами, то есть человек, который в ответе за все это оборудование, за компьютеры и за обслуживание этого оборудования, он звонит и просит, чтобы мы приехали и согласовали изменения, ну там какие-то дополнительные работы, по-моему, угол камер поменять надо было, что-то такое. И для этого надо было приехать туда. И тогда я отправился как раз со своим начальником на этот объект. Мы приехали в такое время, когда никаких, ну, ни концертов, ничего там не было. По-моему, это то ли раннее утро было, то ли вечер, я уже не помню. Ну, не суть важно. В общем, пришли мы к IT-специалисту, к админу, начинаем согласовывать все эти моменты. Там он какие-то схемы нам предоставлял. И админ говорит, что камеры там сделали 2 записи. Утреннее время, это было сентябрь, точно дату не помню, но позже, когда мы будем смотреть эти видеофайлы, там в теле файла есть информация о том, когда он был создан. В общем, говорит, мы тут, говорит, в шоке, персонала не так много в соборе, и там IT-специалист, там какой-то еще обслуживающий персонал, директор на то время был господин Одинцов, кстати говоря, почетный житель Калининграда, вот, и весь персонал музея, там, говорит, айтишник, говорит, весь персонал музея в шоке, говорит, мы тут такое, говорит, увидели, вот, ну, нам тоже стало интересно, нам показали. В общем, что мы увидели на тех файлах? Сейчас я сначала опишу, а потом уже вместе с вами во второй части передачи мы посмотрим. В общем, кафедральный собор, его стена, фасад. Как бы камера находится на удалении примерно метров, ну вы знаете, наверное, 25, наверное, где-то вот, ну, по моим ощущениям, по видео, камера находится на удалении 25 метров, и в определенный момент видно, что некая субстанция, назовем ее так, такое, как газовое или состоящее из пара облако, движется по траектории такой хаотично-зигзагообразной, то есть вот так вот вдоль стен собора, сверху к низу, потом опять поднимается, как будто бы меняя свой цвет с белесого полупрозрачного до темного. И вот в одно время было зафиксировано это явление. Еще на улице было темно достаточно, потому что там около 6 часов утра. И вторая съемка уже чуть позже. Тоже мы видим. Ну, я не знаю, если плюс-минус по размерам, ну, может быть, метра полтора, может быть, чуть больше. Такой овальный, какой-то меняющейся формы сгусток. Сами понимаете, как об этом, ну, можно четко говорить, когда камеры достаточно примитивные, там 2 видеофайла, грубо говоря, по 10 секунд, и они занимают там по 2 мегабайта. Конечно, желательно смотреть это все на технике, где можно там контрастность как-то поиграться, поменять и так далее. Но, тем не менее, друзья, прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к просмотру этих файлов, надо сказать, как вообще, как они
достались мне, поподробнее рассказать обо всем этом, потому что это тоже своего рода мистика, и вероятность заполучить эти файлы спустя 18 лет времени, я не знаю, вероятнее, что на Землю метеорит огромный упадет, наверное. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Как это было? Ну, в то время, конечно, я там, я не знаю, какое-то время ходил в шоке, как так вот, ну, привидения, все это с такими в переплете там с приколами и так далее. Ну, молодость, что там, я не знаю, мне там лет было 20 с небольшим. Всем рассказывал, ходил, конечно, друзьям, подругам, вчесывал там, будь здоров, призрак Канта и т.д. и т.п. Вот. Что-то там, ну, время прошло, там месяц, и все, и забыли про все про это. Ну, так периодически, где-то когда затрагивалась на каких-то сабантуях тема там чего-то паранормального, я вплетал всегда это и рассказывал. И всегда думал, вот неплохо было бы видео то достать. Я знал, что у Николая, у начальника было, по крайней мере, на рабочем компьютере это все. Потому что потом мы еще в офисе компании, где работали, тоже смотрели. И там с ребятами, с сотрудниками, с коллегами пересматривали все это. Ну, как-то шло время, год за годом все это забывалось. Начальник Николай переехал в другой город, в другой регион нашей страны. Общались мы редко, раз в 3 года там в соцсети перепишемся. Так только наблюдаешь там фотографии какие-то, поставишь лайк. Кстати, не забудьте, друзья, поставить лайк, подписаться, написать комментарий. Обязательно. У кого проблемы с YouTube, на Дзен переходите. Вот. Шли годы. И совсем недавно я очень люблю остров Канта. Очень люблю возле Кафедрального собора погулять. Бываю там часто. Просто атмосфера очень нравится. И вот так вот гуляя в очередной раз, я думаю, было бы очень неплохо сделать бы видео, смонтировать вот на эту тему. Ну, конечно, все это без хоть тех самых примитивных видео свидетельств того события. Будет, конечно, хорошо, но не настолько. И я решаю написать Коле, я говорю, Николай, ля-ля тополя, а помнишь, конечно, он помнит это все. Он говорит, Паша, не поверишь, говорит, сам недавно искал, но это другая эпоха компьютеров была, другая эпоха носителей информации была. Он говорит, где-то было на диске, на болванке. Ну, болванка, вы помните, да, что это такое? То есть, когда сами записывали на чистый CD-диск с помощью пишущего CD-рома, рекордера, записывали информацию. Флешек-то тогда еще не было. Ну, или они там были, но стоили просто космоса. Вот. И, говорит, пытался сам найти, ничего не получилось. Наверное, говорит, при переезде все это было благополучно утеряно, утрачено. Я думаю, ну ладно, жаль. Но какая-то все равно надежда теплилась. Короче, проходит 2 месяца, вот на днях пишет мне Николай, говорит, Паша, говорит, давай, говорит, почту, высылаю файлы, нашел. Поэтому, Коля, спасибо тебе огромное. Николай Геннадьевич вообще вот такой дядька классный. Вообще, надо сказать, друзья, у меня вот начальники, их немного было именно по работе, да, но все просто уникумы, просто неординарные личности. И вообще люди у меня 80%, наверное, это, я не знаю, это какие-то с космоса прилетевшие ребята. Все. Ну, наверное, потому что я отчасти сам такой же. Сам себя похвалил. Вот. Просто, я не знаю, Miramax, Paramount, Голливуд и Болливуд там нервно курят в сторонке. Вот
смотря на этих ребят, которые меня окружают. Это просто все талантливые, все с нестандартным мышлением, все образованные, интеллектуальные, интересные, интересующиеся, самое главное. И вот Николай, как раз, Николай Геннадьевич, один из них. Так что, Коля, привет тебе большой. Я знаю, что не смотришь ты там раскопки мои, не твоя тема. Но это видео я тебе пришлю, ты обязательно посмотришь. Может, что-нибудь добавишь еще. Вот, друзья. И, ну, вот так вот просто, вот такими вот какими-то там непонятными путями, но эти видеофайлы попали ко мне. И вот давайте теперь смотреть вместе. Подстраивайте там свои мониторы. У вас там iMac, наверное, у всех. Огромные там, я не знаю, с широкими возможностями девайсы. Так что давайте смотреть, друзья. Ну вот, ребят, смотрите. В общем, начнем по порядку. Во-первых, дата 17 сентября 2007 года. Первая съемка сделана в 6:24 утра, вторая в 7:47. Ну, то есть там час 20 разница. Одна из них в еще темное время суток, другая утром, при утреннем свете. Обратите внимание, размер этих файлов по 2,5, даже меньше мегабайта. И еще самый прикол, вот это вот расширение DSS, это с камер видеонаблюдения файл, и его просто ничем не открыть. Тут целая эпопея была вот с открытием с помощью вот этого приложения XDV Player. Можно открыть. Николай Геннадьевич снабдил всем. Так, ну что, давайте в разных ракурсах посмотрим. Смотрим сначала утренний файл. Хотя мне второй нравится больше. Вон он, призрак побежал. Все достаточно быстро происходит. Так, стоп. Теперь я нажимаю на play по команде. А вы смотрите. Вот отсюда идет черное такое газовое облако, темное. Потом я прощелкаю так покадрово, более наглядно, чтобы было. Сейчас чуть-чуть приближу, ребят. Вот так вот. Смотрим. С правого верхнего угла. Давайте пощелкаем. Изменения видите на картинке? Вот где-то вот тут сейчас. И сейчас к низу пойдет. Не к низу, а вдоль стены. Теперь в обратном порядке смотрим. Теперь обратно. Видите, то есть поднимается отсюда, вот так вот идет и сюда. Теперь давайте посмотрим утренний, более поздний файл. Перематываем и смотрим покадрово. Покадрово лучше видно. Вот он, обратите внимание, вот здесь. Я начинаю щелчки. Видите, как темное облако, полупрозрачное. В обратном порядке.
Посмотрите, вот, друзья. Посмотрите. Вот он. Как поднимается. Вот здесь сейчас. Давайте еще посмотрим сначала в оригинале. 3, 4. Вообще, как будто вот спускается вот в это помещение. Давайте еще раз. Я подвигаю ползунком, не спеша. Поехали. Но ведь какая-то ж субстанция, друзья. Обратно. Вот это вот начало движения. Да. Вот такая вот история, друзья. Вот все, собственно говоря, чем хотел с вами поделиться. Большое спасибо за внимание. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Жду ваших комментариев, что вы скажете. Знаю, что будет много негатива, хейта и т.д. и т.п. скептического. Ну, что уж поделать-то, друзья. Огромное спасибо и большой привет Николаю. Николай Геннадьевич вообще красава. Без тебя этого выпуска бы не было. Большой привет тебе, Коль. Здоровья, самое главное, успехов в твоих делах, вдохновения тебе и постоянного творческого поиска. Спасибо большое. И вам, ребята, всем большое спасибо. Подписывайтесь, кто еще не подписался. До новых встреч.